Друзья, всем привет! Дошел до точки. Сегодня я буду тестировать, уже пора, свой шурик. Посмотрим, как он себя будет вести. Поборем луночки. Подо льдом снег, очень тяжело идти. И снега навалило за эти дни. Так что трудовая рыбалочка предстоит. Ну, может, шуруповертом будет полегче. Так что рыбалка начинается. Погнали! Так как доверия еще нету, друзья, сейчас шапку переодену. Решил взять свой старый бурыч, на всякий случай, вдруг сейчас раз и перестанет вообще все работать. Я скажу, что это Китай. А может и нет. Это вот махать столько километров и потом без бура сидеть. Он мой дружочек. И вот, смотрите, в ящик шуруповерт спокойно поместился. Еще я взял себе новый балансирчик. Вот такой арбузик. Это алвеговский тройник, только с глазком повесил. Посмотрим, как он будет проявит себя. В гипермаркете Окей купил за 149 рублей. Цена такая прям вообще удивила. Мне кажется, в других местах я его дороже видел. Рыбка есть. Есть рыбка. Хороший. Разловился алвеговский балансирчик. Такой жирненький. Забыл, друзья, такое у меня вот тоже бывает. Забыл флешку на вторую камеру. Там есть, у меня была в запасе. Там записи всего на 50 минут, поэтому пока включать не буду. Балансирчик-то вообще огонь. Поклевочка.
Учитывая, что целью моей рыбалки было все-таки испробовать и протестировать шуруповерт, я довольно часто бурил лунки, даже если мне этого не требовалось. Хотя, если честно, то в этот день рыба клевала плоховато, и побурил я лунок на славу в поисках рыбы. На отдельных участках водоема лед был достаточно сложным. Сверху шел замерзший мокрый снег, потом была под ним вода, и потом уже начинался основной лед. В таких условиях шуруповерт достаточно хорошо справлялся. Посмотрев перед покупкой и изучив информацию о шуруповертах, я для себя выбрал оптимальный хват для бурения. В левой руке непосредственно сам шуруповерт, ну а в правой ручка от переходника. Некоторые рыбаки придавливают шуруповерт к телу, так скажем, прислоняя его к телу, но этот вариант не очень мне подходит, так как на левой ноге у меня находится эхолот. И есть риск замотать провод эхолота на шнек. Да и в принципе такой вариант, каким я бурил, меня полностью устраивает. Приобнял спереди. Вот такой небольшой, друзья. Лед, я могу сказать, вот тут такой очень сложный. Сверху корка образовалась, потом идет вода, и потом снова мокрый лед. Ничего, вроде бурит нормально, пока проблем нету. Сейчас одену своего отреставрированного бойца. Нордик. 29 цвет. Проверим, будет ли лучше. Или окунь просто сегодня на балансирчик капризный. На данном участке водоема лед уже более классический, идет снег, а под ним уже непосредственно лед. И конечно же бурилось на этом участке гораздо легче. Окунь клевал в этот день как заговоренный. Пару окуней и иди ищи его дальше. И бури лунки. Ты ведь пришел сегодня не для рыбы, а для теста шуруповерта. Поклевочка была, друзья, наконец-то нашел хоть что-то интересное. Хоть что-то интересное нашел. Я отцепился, зараза. Опять нортик поставил. Такой вот клюнул. Рыба еще есть. Есть.
по крайней мере, уже что-то. На мормышку пытался, нифига. Такой. Солнце начинало опускаться, и возле берега я уже решил дать жару этому китайскому шурику. И стал просто подряд, уже без поиска рыбы, накручивать лунки. И с этим тестом он легко справился. А это значит, что пройдя пару километров по льду, можно рассчитывать на этого китайского напарника. По окончанию сезона я обязательно запишу еще одно видео о связке шуруповерт с Алиэкспресса Хаймердингер и Шнек Мотошторм. Фу. Я думаю, тест прошел. 2 часа дня. Достаточно такой морозец, ну как минус 12-13, где-то так. В принципе, со своей задачей справляется. Теперь тот бур можно и не брать. Ну что ж, друзья, на этом все. Тест шуруповерта и бура Мотошторм подошли к концу. В принципе, все, можно теперь брать без запасного. В этот раз я, как я говорил, уже брал запасной. Вот так пока закрепил. И сейчас отправляюсь уже домой. Цель была не рыба, рыбы и так у меня уже хватает. Цель была попробовать шуруповерт недалеко от дома. Это я и сделал. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.